Да, жизнь безмолвна, и любой, кто противостоит нам, обречен. Таков закон. История начинается в одном из городских кафе. Трое мужчин преследуют девушку, которая пытается от них убежать. Ей удается скрыться от них. В это же время в кафе сын хозяина по имени Шу рассказывает посетителям о героях прошлого. Он смотрит в сторону и видит своего друга Бая, который говорит: «Ты хочешь сказать, что ты наследник Тиана, убившего короля драконов? Я каждый день прихожу сюда, чтобы напомнить людям, что у тебя нет духовной силы и ты им врешь. Я унаследовал его силу». Затем он замечает свою мать, хозяйку кафе, которая стоит позади него. Она говорит: «Ты каждый день рассказываешь эти истории». Он отвечает: «Ты пришла вовремя, скажи им, что я не вру». Мать берет ложку и бьет его по голове. Чу идет с Баем и спрашивает: «Почему мама так со мной обращается?» Она стала очень строгой. Бай отвечает: «Ты тоже приходишь по ночам, чтобы сделать заказ в кафе. Разве ты не видишь, что уже полночь? У меня нет выбора. Моя семья ждет тренера из Академии Тиана». Чу спрашивает: «Почему в этом году экзамен так рано?» Ходят слухи, что храм Мо прислал шпионов в нашу деревню. Это правда? Бай отвечает: «Кто знает. Но многие так говорят». Что касается войны десятилетней давности, я слышал, что король драконов был побежден, но все еще жив. Все это время храм Мо ждал возможности вернуться. Вот почему Академия Тянь объявила о вступительных экзаменах в этом году, и, возможно, в нашей деревне действительно есть шпионы, говорит Чу, это мой шанс. Герои рождаются на войне. Сейчас мое время добиться того, чего я хочу. Бай дает ему подзатыльник и говорит: «Ты что, с ума сошел? Как ты можешь быть героем без духовной силы? Думаешь, экзамен будет легким? Смертность на экзамене составляет 30%, и для таких, как ты, смерть почти неизбежна», отвечает Чу. «Я покажу тебе свою силу», и пытается использовать свою духовную энергию, но у него ничего не получается. Бай смеется и говорит: «Расслабься, я 100 раз видел этот цирк, но он все равно меня смешит». Чу собирается ответить, но замечает, что их окружают тени, и говорит: «Это должно быть шпионы Мо». Он бросает в сторону Бая какие-то вещи и бежит за ними, говоря: «Наконец-то я могу осуществить свою мечту». Он бежит за ними и забирается на дерево, заметив 3 фигуры. Он говорит: «Я видел 4 тени, значит, они, должно быть, кого-то преследовали». Увидев, что 3 фигуры убегают, он спрыгивает с дерева, чтобы последовать за ними. На бегу он замечает зеленое свечение где-то в лесу и думает: «Я никогда раньше такого не видел. Может быть, это кто-то из храма Мо. Мне нужно самому это проверить». Он бежит к источнику света. Добравшись туда, он видит девушку, окруженную зеленым светом. Рядом с ним он видит, как к ней приближаются 3 фигуры. Один из них говорит: «Мы преследовали тебя так долго, что пришло время покончить с этим. Ты был трудной добычей». Девочка спускается с дерева и говорит им, что это секретная операция. Очень важно избегать ошибок в названиях. Кто является добычей, а кто охотником? Тебе будет трудно разобраться в этом. Если ты думаешь, что придя сюда сможешь поймать меня, то продолжай мечтать. Когда эти трое начинают нападать на нее, Чу внезапно начинает кричать и дико носиться по окрестностям, крича: «Помогите! Кто расставил здесь все эти ловушки? Я пытаюсь убежать от них». Он бежит, пока случайно не натыкается на девушку, которая расставила ловушки. Вставая, он смотрит на 3 человек и говорит: «Разве вам не стыдно нападать на невинную девушку? Где же ваше рыцарство? Вы должно быть настоящие шпионы. И вы даже расставили все эти опасные ловушки». Один из них пытается что-то объяснить. «Подожди, дай мне только». Чу обрывает его: «Не называй меня братом». Повернувшись к девочке, он спрашивает: «Что ты об этом думаешь? Ну разве я не впечатляю? Но не волнуйся, я с ними разберусь». Затем он обращается к 3 людям: «Если вам дорога ваша жизнь, вам лучше бежать побыстрее. Я сообщил в городскую академию Тянь, и они будут здесь с минуты на минуту». Один из 3 снова пытается что-то объяснить, но мы не успеваем. Чу перебивает его, и больше ни слова. Тем временем девочка стоит у него за спиной и пытается использовать свою силу. Один из 3 нападает на нее, и Чу прыгает перед ней со словами: «Я защищу тебя от них». Он пытается использовать свою духовную силу, но она не появляется. Оглянувшись назад, он видит, как на него нападает гигантский цветок, и девочка использует этот шанс, чтобы убежать. Девушка убегает в лес и встречает там человека по имени Шур. Он говорит: «Ты опоздала». Она отвечает: «Была небольшая проблема, но я справилась». Что сейчас происходит в Тиане? Количество стражников значительно увеличилось. Наверняка там кто-то важный, и испытание будет решающим. Он говорит ей, что ее задача пройти испытание. Она спрашивает: «Что если я устрою там хаос?» Он отвечает: «Нет, ты должна преуспеть и проникнуть в академию, чтобы мы смогли найти место, где прячется король драконов. Король Черной Луны не позволит никому причинить тебе вред, и Тианву может стать твоим шансом». Он протягивает ей плащ и говорит: «На нем заклинание, которое позволит тебе сменить пол, и ты сможешь пройти испытание, и никто этого не заметит. Но если тебя раскроют, нам придется тебя убить. Я еще раз напоминаю тебе, что те, кто принадлежит к семье Мо, остаются с ней на всю жизнь и умрут вместе с ней». Тем временем Чу оказывается перед дьявольским растением, не зная, что делать. Он пытается убежать, но падает на землю, думая: «У меня нет выбора. Похоже, это мой конец». Вдруг он слышит голос:
Ты ищешь силу? Все вокруг озаряется светом, и он превращается в зверя, успевая срубить дьявольское растение, прежде чем упасть и потерять сознание. Он открывает глаза и видит, что находится дома. Пытаясь понять, где он видит, как его мать швыряет в него горшок, говоря: «Я искала тебя всю ночь, а ты, оказывается, спал в лесу. Ты любовался природой или звездами». Она бьет его еще несколько раз, и Чу умоляет ее остановиться. У меня голова раскалывается. Она говорит ему, чтобы он готовился помогать в кафе. Чу говорит ей, что хочет пройти тест на способности. Она отвечает, что нет, он никуда не пойдет. Он настаивает, и она связывает его в доме, говоря, что она пойдет за покупками, а он останется здесь, пока она не вернется. Приходит Бай и, увидев его связанным, смеется над ним и развязывает его, говоря, что теперь он может называть его дядей Баем. Чу отвечает, что так и сделает. По дороге на тест Чу сталкивается с кем-то, кто оказывается переодетым Рио, девушкой, с которой он познакомился прошлой ночью. Увидев Чу, Рио вспоминает, что это был он, и думает, он все еще жив? Как ему удалось сбежать с Дьявольского острова? Затем она использует свою силу, чтобы оттолкнуть их, и проходит на конкурс. Все прибывают на место, и ведущий начинает объяснять правила. Рио видит там Чу и думает: я должна помешать ему выиграть конкурс, нужно поскорее избавиться от него. Ведущий заканчивает объяснять правила, объявляя, что первым испытанием будет восприятие, которое будет проходить в лесу, полном существ атамана. Участники должны использовать духовную энергию, чтобы найти и поймать этих существ. Цель — поймать атамана 3-го ранга или выше. Она открывает портал и говорит, что пройдут только первые 200 участников, затем ведет их в лес. Все вошли в лес и начали искать существ атамана. Шу бродил по лесу, пока не нашел своего первого атамана. Как только он увидел его, на его спине появилась метка, и атаман это почувствовал. Он убежал. Шу крикнул ему: «Эй, вернись сюда!» Но существо убежало. Тогда он стал искать другое. Но каждый раз, когда он находил новое, на его спине появлялась метка, от которой исходил неприятный запах, отпугивающий животных. Так продолжалось до тех пор, пока однажды на Чу не напал османский тигр, а остальные разбежались. Тигр прыгнул на него, ранив в ногу. Чу подумал: я хотел, чтобы османский тигр подошел ко мне, но не так. Внезапно на его спине снова появилась метка, и тигр убежал. Рио наблюдал за этой сценой из-за дерева. Чу, все еще испытывая боль, увидел приближающуюся девушку и спросил: ты в порядке? Она посмотрела на его рану и сказала: это несерьезно, позволь мне помочь. Она использовала свою энергию, чтобы залечить рану, и сказала: тебе станет лучше. Чу спросил ее: тебя зовут Она ответила: да. Я слышала, как ты сказал, что хочешь быть похожим на телефон. Это правда? Но тут кто-то позвал ее, сказав, что ей нужно помочь студентам охотиться на османских существ. Она ушла, оставив Чу гадать, кто она такая. Затем он услышал, как комитет объявил, что 191 участник прошел отбор, и осталось только 9 свободных мест. В отчаянии он подумал: что мне теперь делать? Он придумал план. Он решил устроить ловушку для тигра, сделав манекен из своей рубашки, чтобы, когда тигр приблизится, он почувствовал запах и убежал. Чу стоял рядом, воняя еще сильнее, чтобы тигр его не заметил. Когда тигр убежал от манекена, Чу ждал его с другой стороны с ловушкой. Тигр упал в яму, Чу ударил его камнем, связал и потащил к финишу. «Я не знаю, почему эти османские существа убегают от меня», — пробормотал он, — «но это не важно, потому что я поймал этого». Пока он тащил тигра к финишу, Рио наблюдала за ним с дерева, бросая в тигра какие-то волшебные листья. Когда 199 участников прошли квалификацию, портал начал закрываться, и все ждали Чу. Вдруг издалека послышался его голос, когда он появился, таща за собой тигра и маленькое милое существо. Тренер спросил его: «Ты издеваешься надо мной, говоря, что это тигр?» Чу ответил: «Я поймал тигра, но произошло что-то странное». Все засмеялись, и вдруг маленькое существо испустило странную энергию. Тренер узнал в нем османа, но, выругавшись, сказал вслух: «Кто это сделал? Может быть, среди нас шпион?» Она сказала: «Чу, ты временно пройдешь этот раунд, но мы проверим пойманного тобой османского тигра. Если он фальшивый, ты будешь дисквалифицирован без разговоров». Она открыла новый портал, ведущий прошедших отбор участников к следующему испытанию. Рио наблюдала за ними, думая, что в следующий раз она будет строже с ним. Все добрались до места второго испытания. Тренер объявила: это мост через пропасть. С этого момента испытание станет намного сложнее. Вы все еще можете отказаться, если хотите. Первые 50 участников, которые присоединятся ко мне до рассвета в ближайшем месте, будут выжившими, и испытание начнется сейчас. Некоторые участники бросились к мосту. Я спросила Чу: почему ты не бежишь с ними? Чу ответил: испытание будет непростым. Они идут осторожно, а тренер сама еще не перешла мост. Нам нужно следить за ней и не отставать. Ты, наверное, думаешь, что раз ты со мной, то все будет легко. Он повернулся к Чу и увидел, что тот уже бежит. Тренерша уже перешла мост, и времени на раздумье не было.
Чу крикнул, и они побежали за ней. Пока они бежали, туман сгущался, и фигура тренера исчезла. Она подумала, я же говорила, что испытание будет непростым. Рио тоже был на мосту и искал способ обойти атакующие растения. Она заметила, что эти существа притягиваются к духовной энергии. Мне нужно найти способ обойти их. Она постучала по мосту, и существа приблизились. Поняв, что у них острый слух, она подумала, тот парень, что был со мной, перебрался по веревке, так что, может, я смогу использовать их любовь к духовной энергии, чтобы помешать этому идиоту. Чу и Би побежали по мосту, но путь им преградили существа. Они заметили, что другие существа тихо ползут, и Би предложил сделать то же самое, чтобы не шуметь. Они все начали ползти молча. Когда они продолжили путь, духовная энергия Рио вырвалась наружу, и появился гигантский зверь, преградивший им путь. Мелкие существа напали на тех, кто был позади, а гигантский зверь преградил путь остальным впереди. Группа попыталась атаковать, но это было бесполезно, так как зверь отвечал еще более сильными ударами. Тем временем тренерша дошла до конца моста и увидела, что за ней идут две фигуры, Рио и тот, кто прыгнул на веревку. Она подумала, в этом году у нас два выдающихся таланта. Она поздравила их, сказав, вы хорошо потрудились и прошли испытание. Теперь вы можете отдохнуть, но будьте здесь до рассвета. Риэль ушла, думая, нужно убедиться, что Чу не пройдет. Чу был схвачен монстром и потерял сознание. Когда он очнулся, то подумал, где я? Я умер? Он почувствовал, как его окружает яркий свет, и вдруг услышал громкий голос огромного существа. Очнувшись, он оказался в странном месте. Неужели я попал в ад? Или что это? Он заметил ужасающего монстра, который сказал ему, «Ты меня не помнишь?» Чу вспомнил, как цветок дьявола напал на него и сказал, «Ты был со мной у врат». Монстр рассмеялся и сказал, «Мы давно не виделись, но это не важно. Ты знаешь, кто я? Многие люди боялись моей силы, поэтому они запечатали меня в тебе. Вот и все. Если ты сможешь снять печать, то получишь всю мою силу, чтобы помочь своим друзьям». Чу вспомнил все, что произошло, и сказал, «Я вспомнил. Мы были на мосту бездны». Монстр ответил, «Точно. Положи руку на печать. Без духовной энергии ты ничего не сможешь сделать», — подумал Чу. Теперь я понял, что если я коснусь печати, то получу силу напрямую. Он вспомнил, как столкнулся с растением дьявола и сказал монстру, «Я верю тебе. Я коснусь печати». Но Чу вдруг остановился. Монстр спросил, «Почему ты остановился?» Чу ответил, «Кто сказал, что ты не причинишь мне вреда, когда я сниму печать? Если у тебя была вся эта сила, зачем тебя запечатали во мне? И зачем тебе моя помощь?» Монстр рассмеялся и сказал, «Тебе любопытно, но это не твое дело. Позволь мне показать тебе настоящую силу». Чу получил немного духовной энергии. Чу держал его в руке и говорил, «Это и есть духовная сила. Я чувствую ее всем телом. У меня действительно есть духовная энергия». Монстр ответил, «Это великая сила. Теперь, когда ты ее почувствовал, ты будешь продолжать задавать вопросы или пойдешь помогать своим друзьям». Чу вспомнил о своих друзьях и, не раздумывая, положил руку на печать. На другом конце моста инструктор стоял и гадал, что происходит. Испытание было сложным, но не настолько, чтобы только двое смогли его пройти. Может, что-то пошло не так? Тем временем Рио встретилась с тем же человеком, который уже давал ей задание. Он сказал ей, «Ваша задача – разведка и сбор информации. То, что вы сделали с османским тигром, нельзя игнорировать, но если вы продолжите в том же духе, все начнут вас подозревать. Если вас поймают, то будут последствия». Прежде чем закончить, он почувствовал сильное энергетическое присутствие. «Кто стоит за этой аурой? Похоже на ауру короля драконов», – сказал он. В тот же момент Чу сломал печать и освободился от хватки монстра. Он встал перед существом и одним ударом победил его. Инструктор, озадаченный, подумал, что происходит. Это просто случайность, а не часть испытания. Академия Тянь расследует произошедшее. Затем она объявила, что все прошли испытание, независимо от того, добрались они до конца моста или нет, и спросила Чу, «Ты уверен, что существо, которое ты поймал, было османским тигром?» Чу ответил, «Да, я уверен». Она сказала ему, «Ты прав. Теперь вы готовы к третьему испытанию». Она открыла портал и объяснила всем, это барьер, который защищает Академию от любых атак. Никто за пределами Академии не может войти. Затем она провела их внутрь, объяснив, что на Академию напал храм Му, возглавляемый королем драконов. Это была самая жестокая битва в мире, и наша команда храбро сражалась, но солдаты погибали один за другим. Мастеру Академии удалось победить короля драконов, но наш город Тянь был разрушен. Тогда президент Академии создал трехслойный магический барьер, который защищает нас по сей день. Все последовали за ней в свои новые комнаты. Она объявила, что с этого момента у них будет новый наставник. Все зааплодировали, гадая, кто же их новый учитель. Опустив глаза, они увидели невысокого мужчину, который представился, «Я ваш новый наставник. Меня зовут Доу». Один из учеников не смог сдержать смех и расхохотался. Доу тут же набросился на него и оттолкнул в сторону, предупредив, что с теми, кто не будет следовать моим правилам, будет то же самое. Он приказал всем идти к колодцу,
а сам посоветовал присматривать за Чу, рыжеволосым парнем. Ученики спустились в колодец, и Доу сказал, что завтра в 8 утра все должны быть у входа. Если кто-то не сможет меня найти, прошепчите мое имя. У меня есть магия чтения мыслей, и я вас найду. На следующий день Доу объяснил третий тест. Он будет связан с картами силы и продлится 8 часов. Сначала у каждого будет определенное количество карт, но во время теста они должны будут забирать карты у других. Через 8 часов те, кто соберет 100. Я ответил, что здесь нет правил, и ты должен научиться защищать свою карту и забирать чужие, используя только ловкость и силу. Чу бежал как мог, чтобы от них оторваться, и говорил, что это они во всем виноваты. Они забрали все мои карты, у меня осталось только 100. Но ничего страшного, я сейчас пойду в безопасную зону и придумаю, как вернуть свои карты. Но все оказалось не так просто. Чу бежал и говорил, что почти добрался, но увидел, что на него нападают двое, а за ними еще один. Один из них сказал: «Новички совсем ничего не знают, да? Ты наша жертва в этом году». Чу спросил, как старшеклассники участвуют в игре. Тогда тот, кто его держал, сказал: «Отдай нам все свои карты, или я применю силу». Чу ответил, что уже все потерял. Тот ответил: «Ты думаешь, мы дети? Если ты идешь в безопасную зону, у тебя должны быть карты». И добавил: «У меня нет выбора». Он собрал энергию в кулак и уже собирался ударить Чу, но вдруг на Чу засияла метка, и он смог оттолкнуть его. Чу спросил, что это было. Я почувствовал, как во мне внезапно вспыхнула энергия, потом увидел, что тот, кто на него напал, снова собирается ударить, и подумал: опять это чувство, это странная сила. Как будто я вижу движение врага в замедленной съемке. Двое из них напали на него, и когда Чу собрался их ударить, они отлетели в сторону. Он подумал: откуда у меня столько силы? А когда он попытался прыгнуть, то взлетел. Внезапно в воздухе появились желтые листы бумаги, а корни деревьев схватили Чу и троих нападавших. Это был Рио. Она подошла, забрала все их карты и ушла. Чу развязал веревки и побежал за ней, чтобы забрать свои карты. В этот момент двое нападали на кого-то, и девушка, которая была с ними, сказала: «Хватит уже играть. Наша главная цель — найти дракона и убежище короля. Если ты сейчас уничтожишь камень, Шу нам этого не простит». Чу быстро бежал и говорил: «Впервые я чувствую, что у меня есть такая сила». Затем он побежал навстречу Бай. Как только они встретились, они услышали взрыв неподалеку. Они побежали туда и увидели, что те двое нападают на девушку, которая помогла Чу. Бай сказал Чу: «Они выглядят очень сильными, мы ничего не сможем сделать». Но Чу внезапно бросился на них. Когда он бежал, метка на его спине снова засветилась. Он попытался ударить одного из них, но промахнулся и упал на землю, пробормотав: «Похоже, моя атака обернулась против меня». Затем он бросил дымовые шашки, и им удалось убежать. Когда они бежали, они заметили, что зверь Адмон, которого Чу поймал раньше, украл у них камень. Девушка, которая помогла Чу, сказала, что это необычный мир. Должно быть, это опасный магический артефакт. Внезапно они увидели перед собой глаз, который взорвался при ударе, а двое нападавших погнались за ними. Они увернулись от взрыва, но продолжали бежать. Они пытались добраться до безопасной зоны, но внезапно огромная сила остановила их, и они не могли пошевелиться. Бай сказал: «Это точно конец для нас здесь». Они увидели, как кто-то бросил в них бомбу, но внезапно на спине Чу появилась такая же метка, и он смог увидеть, как бомбы медленно летят в их сторону. Он бросил их обратно в нападавших, и те упали на землю. Я спросил его, что произошло, и Чу ответил: «Будь осторожен, я разберусь с этими двумя». Враги бросили в него большие бомбы, но Чу удалось их отбить. Враги разозлились и достали огромную бомбу, чтобы бросить в него. Тело Чу было измотано и сломано, он больше не мог отбиваться. Как только бомбы должны были упасть на них, Чу оттолкнул их в сторону, и камень, который держал в руке человек-зверь, упал на него, вызвав мощный взрыв. Все почувствовали взрыв, и Чу внезапно оказался в том же месте, где был раньше. Монстр сказал: «Слабак, твое тело не выдержало воздействия магического камня. Твое тело будет медленно разрушаться и в конце концов станет пищей для меня. Это цена твоего пробуждения». Вдруг он услышал голос древнего зверя: «Ты, безрассудный дракон, слишком самоуверен». Чу обернулся и увидел короля драконов, который сказал: «Я твой хозяин. Ты так быстро меня забыл». Дракон ответил: «Но почему ты в человеческом теле?» Король драконов сказал: «Это не имеет значения. Тело этого мальчика важно для меня. С сегодняшнего дня ты будешь отвечать за его защиту, и если с ним что-то случится или ты попытаешься помешать моим планам, я никогда тебя не прощу». Чу очнулся в другом месте и заметил, что теперь на нем другая одежда. Он спросил, что случилось. Откуда эта одежда? Вдруг он услышал голос дракона, который сказал ему:
ему: «Я хранитель магического артефакта, известного как сердце пурпурного дракона. Сила, которой ты можешь пользоваться, исходит от короля демонов. Она делает тебя быстрее и сильнее, но твои способности все еще слабы. Твое тело не может выдержать всю эту мощь, поэтому я лишь исцелил твои раны и дал тебе силы защищаться. В будущем ты сможешь использовать силу своего собственного демона, и никто не сможет тебя победить. Но есть условие: ты можешь использовать эту силу только раз в 12 часов». Затем дракон исчез. Двое людей, которые раньше видели камень, заметили Чу и сказали: «Это он. Мы наконец-то нашли цель. Это должно быть тот, кто был в одежде дракона. Нам нужно взять его живым, мы не можем его убить». Они уже собирались напасть на него, но вдруг их ударила молния. Подняв глаза, они увидели учителя, который сказал: «Вы сражаетесь в безопасной зоне, а это запрещено правилами». Один из них спросил, как он попал в безопасную зону, когда мы наблюдали за ним. Чу ответил: «Все просто. Я тебе объясню. Когда взорвалась большая бомба, нас отбросило в безопасную зону. Это значит, что ты при всем уважении заслужил звание самого большого идиота». Они убежали. Чу спросил: «Скажи мне правду. Как сила магического артефакта стала твоей?» Как только Чу собрался ответить, учитель сказал: «До конца теста осталось 5 минут. Если опоздаешь, то провалишь его». Чу сказал: «Тест? А у меня даже нет ни одной карточки». Затем все побежали к воротам. Учитель сказал: «Это ваш конечный пункт назначения, врата идентичности. Каждый должен знать себя. Те, у кого есть 1000 карточек, могут пройти через врата и стать членом Академии Тянь». Чу стоял там и плакал, говоря: «Если бы я знал, что время закончится так быстро, я бы сосредоточился на сборе карточек». Затем учитель сказал: «Я объясню правила для всех вас. Если у вас есть полное количество карточек, вы можете пройти через ворота. Как только вы войдете, вы узнаете цвет обмена каждого человека. Каждый учитель здесь в школе обладает уникальной силой и уникальным цветом. Карты силы — это твой пропуск в ворота», и он велел всем войти. Один из них шагнул вперед и вошел внутрь, вставил карты в дверь и вошел внутрь. По словам Бай, я слышал, что тот парень, который пошел и победил 20 студентов в одиночку, был одним из них. После того, как он вошел, ворота внезапно открылись, и повсюду появился черный цвет. Следующим человеком, который захотел войти, была Рио. Она вошла внутрь и вышла с зеленым цветом. После этого и ее группа входили и выходили, и все начали входить один за другим, пока не вошел и Бай. Чу сказал, что даже Бай, которая практически цыпленок, преуспела, а я нет. Внезапно он услышал голос дракона. Дракон спросил его: «Почему ты не идешь внутрь?» Чу ответил: «Кто-то украл все мои карты, как я могу войти?» Дракон сказал ему, чтобы он посмотрел на свой пояс, объяснив, что там есть кое-что, что он заработал, когда победил этих двух людей, подарок в честь их новой связи. Сказал Чу: «Но для входа нужно 1000 карт, а эта штука бесполезна». Ответил дракон: «Ты что, не знаешь, с кем разговариваешь? Положи руку на бок. Я фиолетовый дракон, ясно? Я говорю земле: успокойся, потому что такого, как я, больше нет». Чу ответил: «Я тебе не верю. Я даже не знаю, откуда ты взялся». Дракон сказал: «Я не могу в это поверить, я ошибся». Чу ответил: «Сдай экзамен на следующий год». «Нет, я просто пошутил». «Ладно, я пойду». Он подошел туда, где все ждали, готовые рассмеяться. Чу положил карточку, и дверь открылась. Он вошел внутрь, а когда вышел, на двери было написано: 0 карточек, 1 карточка, и сказано, что он успешно сдал экзамен, бесцветный. Все стояли ошеломленные, даже преподаватель. Он сказал: «Впервые в истории у студента есть духовная карта, и не только это, он бесцветный». Все начали аплодировать. Инструкторы сказали им, что духовная карта имеет более высокий ранг, чем силовые карты, и поэтому дверь позволила ему войти. Вот и все. Все снова начали кричать. Кто-то сказал: «В прошлый раз был инцидент с тигром, и мы это пропустили. На этот раз у него было больше 2 карточек. Все они были украдены, а он не собрал ни одной и все равно прошел». Преподаватель ответил: «Хотите протестовать? Тогда уходите». Вау, у нас здесь приличная академия. Все бросились к Чу и начали его бить, пока вдруг кто-то не появился и не использовал свою силу, чтобы их оттолкнуть. Она сказала им: «Здесь нельзя устраивать беспорядки». Преподаватель сказал: «Это заместитель директора академии». Люди начали говорить ей: «Мы хотим справедливости». Чу жульничает, и академия ему помогает. Она ответила: «Успокойтесь». На протяжении многих лет дверь в академию была нейтральным символом, и считалось, что она обладает высшей властью во всех решениях. Все преподаватели академии проходили через эту дверь и соглашались с ее решениями. Исключений не было, и никто не мог оспорить ее решение. Эти двое прошли через дверь в академию, что означает, что они официально являются ее членами и должны быть уважаемы. Также знайте, что здесь запрещены несанкционированные драки между преподавателями. Она сказала Чу и Бай, что на этот раз это предупреждение, а в следующий раз их исключат. Затем она повернулась к преподавателю и сказала: «Позаботьтесь о Чу», и ушла. Той ночью Рио отправилась на встречу с тем же человеком, с которым всегда встречалась. Она пришла и услышала
услышала, как он говорит: «Поздравляю, ты стала одной из первых учениц Академии». Она ответила: «Плащ, который на мне, очень помог. Он скрыл мой цвет волос и все подозрения обо мне». Он сказал ей: «У меня хорошие новости. Мы выяснили, что король демонов живет в человеке по имени Чу». Рио удивилась и подумала, как это может быть он. Она сказала: «Я начну искать его прямо сейчас». Он ответил: «Нет, не спеши. Чтобы освободить короля драконов, мы должны сначала найти магический артефакт, спрятанный в Тяньцзине. Я отправил людей на его поиски, а твоя задача — защищать Чу». На следующий день Чу и Бай отправились в академию. Преподаватель остановился и сказал им: «На этом этапе вы будете изучать 3 основных предмета: траволечение, комплексную подготовку и основы магии. Я буду вашим преподавателем по траволечению», и начал объяснять инструкции. После инструктажа преподаватель сказал, что выберет одного из нас, кто будет отвечать за группу. Студент по имени Лин поднял руку и сказал, что хочет быть лидером. Преподаватель ответил: «Отлично, ты будешь за них отвечать. Теперь давайте выберем оружие для вашей команды». Все пошли за преподавателем к воротам, ведущим в другое место. Преподаватель сказал, что на островах есть оружие. Каждый должен пойти на свой остров в зависимости от цвета. Выбор зависит от удачи, но правильный выбор очень поможет в будущем. И он открыл перед ними двери, сказав, чтобы они шли на свой остров. Все разошлись по своим островам. Чу выбрал свой цвет, который был никаким, и оказался на острове. Оглядевшись, он не увидел ничего, кроме старого дома. Он стоял перед домом и думал: разве бесцветный не должен быть самым сильным? Как я оказался в таком месте, где ничего нет? Он посмотрел вниз и увидел, как вокруг танцуют несколько маленьких огоньков. Чу наблюдал за ними и увидел, что они дерутся друг с другом. Он сказал: «Вы неправильно играете», и дал им несколько советов, пока команда рядом с ним не победила. Когда они выиграли, все обрадовались, а когда оглянулись, увидели, что там стоит Цу. Они спросили: «Ты кто такой, чувак?» Он ответил: «Я просто новый ученик в школе. Я пришел за своим оружием, но увидел тебя здесь». Огоньки сказали: «Мы не чувствуем от него никакой духовной энергии». Другой огонек спросил: «Ты уверен, что ты бесцветный? Мы духи-хранители на этом острове. Сюда давно никто не приходил». Последним был некто по имени Фэн, сказал Цу. «Я хочу такое же оружие, как у Фэна». «Ладно», сказал Пламя, «я дам тебе хорошую сделку. Если ты победишь нас в игре, получишь оружие», сказал Чу. «Легко. Я играю в эту игру с детства. Давайте начнем». Тем временем многие ученики начали собирать свое оружие, и Чу тоже удалось победить тех, с кем он играл. Он посмотрел на Пламя и увидел, что тот дал ему несколько маленьких огоньков и сказал: «Выбери один из них». Чу ответил: «Но я не знаю, что внутри». Они ответили: «Выбери один, и это будет твое оружие». Чу стал выбирать между ними и в итоге взял один из огоньков. Все ученики засмеялись над ним. Учитель сказал: «Это не важно. Все, готовьтесь идти в свои комнаты». Все разошлись по своим местам. Чу пошел в свою комнату. Держа в руках огонек, он сказал: «Я все перепробовал, но это просто кусочек дерева. Но существа там расстроились, когда я выбрал это оружие. Интересно, почему?» Вдруг, когда он сидел, он услышал звук падающих вещей. Все встали, испугавшись, а потом увидели, что в комнату вошли воры. Чу поднял голову и увидел 2 воров, стоящих перед ним. Один из них сказал: «Не издавай ни звука. Сиди тихо и отдай нам свое демоническое оружие». Тем временем 2, которые раньше искали короля демонов, подошли к одному из учеников и попытались забрать его оружие. Те, кто был с Чу, взяли его оружие, посмотрели на него, увидели, что это просто кусок дерева, бросили его обратно и ушли. На следующий день учитель собрал всех учеников и сказал им: «Вчера каждый из вас выбрал свое оружие на острове. Сегодня мы узнаем, как с ним тренироваться и как с ним сражаться. Все достаньте свое оружие, чтобы мы могли начать тренироваться». Все посмотрели друг на друга и сказали учителю: «Твои слова великолепны и все такое, но есть проблема. У нас украли оружие». Старшие ученики пришли, украли его и ушли. Учитель ответил: «Вы идиоты. Здесь сильные отбирают у слабых. Если ты хочешь защитить свои вещи, тебе нужно быть сильным». Затем он спросил, у кого еще осталось оружие. За студентов подняли руки Рио, парень, который всегда соревнуется с ней, Бай и Чу. Учитель сказал студентам, что вы должны понимать, что здесь действует такая система. Выживают только сильные. Если вы хотите продержаться здесь долго, вы должны укреплять себя. Затем он сказал ученикам, у которых было украдено оружие, найти что-нибудь, с чего можно было бы начать урок. Ученики начали искать оружие, с которым можно было бы потренироваться, но учитель прервал их: «Прекратите. Я уверен, что чемпион мира по боевым искусствам в течение 2 лет приостановит тренировки, чтобы начать настоящий бой. Ты можешь сразиться 1 на 1, это поможет тебе в тренировках». Все говорили, что он один из тех, кто обокрал нас. Человек, у которого шер вчера украл деньги, вышел вперед, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Как только он попытался ударить его, я сбил его с ног и сказал учителю: «Я хочу сам выбирать себе противников». Он обратился к Рио и ее сопернице: «Я хочу, чтобы вы 2 были вместе против меня». Он подумал про себя:
я заставлю тебя заплатить за то, что ты вчера ударил моих подписчиков. Парень из Рио подошел к нему, и они дрались, пока тот не ударил его девушку по голове. Чу подбадривал его: давай, врежь ему посильнее. Парень повернулся к нему и сказал: ты и твой друг тоже присоединяйтесь к драке. В тот момент, когда Чу присоединился, его ударили, и он упал на землю. Он подумал: куда делась моя сила? Почему я не могу ее использовать? Он поднял глаза и увидел внутри себя фиолетового дракона, который сказал ему: ты не всегда сможешь контролировать силу короля демонов внутри себя, но ты можешь использовать силу своего оружия Адиман. Она сказала: я должна использовать силу Адиман, которую я заслужила, и мне нужно использовать ее сейчас. Тем временем Рио и другой парень продолжали драться. Рио сказал: его сила такая странная, должно быть что-то не так. Парень ответил: секрет его силы в плаще, который на нем надет. Каждый раз он использует разные приемы. Затем он сказал Рио: мы должны сосредоточиться на том, чтобы атаковать его и остановить. Он сказал Баю: пользуйся любой возможностью и бей его. Чу спросил: а что насчет меня? Рио ответил: иди поиграй где-нибудь в другом месте. Мы здесь не няньки. Они продолжали атаковать его. Когда они бросились в атаку, Чу тоже бросился вперед, и внезапно из его руки вырвался свет, достаточно мощный, чтобы сорвать плащ Шира, и стало видно, что у него 4 руки. Чу сказал: моя сила Адиман – космическая печать. Это должно быть полезная способность. Все стояли в шоке. Учитель сказал им: это просто тренировка, нам не нужно, чтобы все это происходило. Он остановил тренировку, пока не случилось что-то серьезное. Он сказал всем поклониться друг другу, и на этом все закончилось. Прошло время, и Шер вернулся на свое место. Он оглянулся и увидел своего лидера, который сказал ему: ты не просто потерял свой плащ, ты еще и запятнал честь Академии. Репутация клана чистых цветов. Я не хочу больше слышать о том, что ты доставляешь неприятности. Что касается задания, которое я тебе дал, как у тебя идут дела? Ответил он: мне удалось найти Шию, и я искал ее повсюду, но так и не смог найти. Напомню, что SU – это метеорит. Она продолжала искать метеорит и не смогла его найти. Он сказал, что раньше я прятал это в своем плаще. Ответил лидер: ты же знаешь, что этот камень чрезвычайно важен для клана чистых цветов, верно? Сказала она ему: я сейчас же поищу его и попытаюсь вернуть. На следующий день все начали обучаться фитотерапии. В твоей книге упоминаются некоторые растения. Тебе нужно найти их и принести обратно. У тебя есть 2 часа до конца теста. Разбейтесь на группы по 2 человека и ищите их, Чу, пока они бродят вокруг. Я сказал им, что ты будешь со мной. Один студент схватил меня за руку и сказал, что теперь ты в моей команде. Он огляделся и увидел, что все ушли, кроме Рио, который ушел, сказав: просто следуй за мной. Во время прогулки Рио сказал ему, что здесь 8 растений. Ты поищи 4, а я поищу остальные 4. Мы встретимся после того, как закончим. И она ушла. Рио отправился на поиски растений, и ему удалось найти одно на дереве. Но как только она подошла ближе, с ней внезапно что-то случилось, и она упала на землю. Когда она встала, она задалась вопросом: что только что со мной произошло? Она оглянулась и увидела, что к ней приближается Чу. Чу сказал: что с тобой случилось? Когда Рио попытался помочь ей, он сказал: мне ничего от тебя не нужно, и ушел. Тем временем парень, который всегда соперничал с Рио, наблюдал за ними с дерева. Через некоторое время, когда 2 часа истекли, все встали, чтобы оценить собранные растения. Рио удалось принести только одно растение. Когда он подошел к учительнице, то сказал: вы провалили тест. Но в этот момент Чу подбежал и сказал учительнице: подождите, я принес целый мешок растений. Учительница посмотрела на принесенный им мешок и сказала: вы оба сдали на отлично. Чу посмотрел на Рио и сказал: разве я не говорил тебе, что вырос в горах и что я умный парень? В следующий раз слушай, что я говорю. Потом я пробормотал: Чу, этот слабак, получил больше баллов, чем я. Куда катится этот мир? Он посмотрел вперед и увидел, что там собрались люди. Он подошел посмотреть, что происходит, и увидел, что она и члены клана чистых цветов держат Чу. Она сказала: верни то, что ты взял из моего плаща, и я прощу тебя. Чу ответил: я ничего не брал. Прекрати так серьезно относиться к соревнованиям. Сайр ударил его и сказал: ты думаешь, что сможешь победить меня? В прошлый раз я ничего не сделал, потому что там была учительница. Но сегодня я заставлю тебя проиграть. Чу ответил: я ничего у тебя не крал. Если хочешь драться, давай снова сразимся. Сайр согласился: хорошо, но должна быть ставка. Если ты победишь, то можешь делать все, что захочешь, а я уйду из академии. Но если я выиграю, то получу твою комнату. В этот момент подошла учительница. Чу сказал ей: я сейчас буду драться с тобой, и хочу, чтобы ты была судьей. Она ответила: если вы оба согласны, то у меня нет возражений. Но я хочу, чтобы вы дрались в полную силу. Никто не должен убивать или калечить другого. Бой между ними вот-вот должен был начаться. Чу побежал, а она погналась за ним по арене. Чу подумал: моя сила не активируется, когда она мне нужна. Как же мне сражаться? И тут он увидел фиолетового дракона, который сказал ему: это потому, что ты не можешь контролировать свою силу. Сила короля демонов всегда с тобой, но ты не сможешь использовать ее, когда захочешь. Чу ответил: так когда же появляется эта сила? Дракон ответил: вспомни, как я появился в первый раз. Чу начал вспоминать, что с ним произошло, и понял, что сила появляется только тогда, когда ему грозит опасность. Он побежал и внезапно остановился перед Шури, и метка на его руке снова засветилась. Бой между SU и Чу продолжался. Чу побежал, чтобы активировать свою силу,
как сказал ему фиолетовый дракон, и остановился перед Шури. Его метка засветилась, и он смог блокировать все атаки Шури. Все зрители были потрясены, недоумевая, как Чу вдруг стал таким сильным. Шер был раздражен, думая, он смог напасть на меня, а я даже не заметил. Я должен забрать у него метеоритный камень. Чу, тоже удивленный своей силой, сказал, я впервые чувствую такую силу. Дракон ответил, это потому, что теперь ты можешь ее контролировать. Как только Чу собрался праздновать победу, Шер снова напал на него, нанося удары, пока все вокруг не заволокло дымом. Все думали, что Чу проиграл, но потом увидели, что он активировал щит, защищаясь. Дракон сказал, если бы я не активировал щит вовремя, мы бы уже были мертвы. Что случилось? Как ему удалось активировать щит? Может быть, его рубашка была оружием обмана? Он быстро схватил рубашку Чу и сказал, без этой рубашки ты ничего не сможешь сделать. Но вдруг странная энергия, исходящая от рубашки, поразила Чу, и он потерял сознание. Чу подошел к нему и сказал учителю, что он без сознания. Она ответила, я заканчиваю матч. Победил Чу, и она должна выполнить его обещание и отдать ему комнату. Чу направился в дом Шура, взяв с собой нескольких первокурсников. Бай сказал, нас теперь 4. Я, Чу, Рио и парень, который всегда с ней соревнуется. Здесь 2 комнаты, так что в каждой комнате будут жить по 2. Чу с Рио, а я с другим парнем. Как только они вошли в комнату, Рио сразу же оттолкнул Чу, достал какие-то растения и предупредил, если ты подойдешь ближе, тебе не поздоровится. Так что держись подальше. Тем временем Шер отправился в центр клана Чистых Цветов, где глава клана отвел его в сторону и начал отчитывать, говоря, ты потерял метеоритный камень и опозорил наш клан. С момента основания клана мы впервые потеряли камень. Глава продолжал наказывать его, пока кто-то не вошел и не сказал, студент хочет тебя видеть. Это самый сильный студент из клана секты меча. Младший преподаватель академии отправился к заместителю директора и сказал, в последнее время клан Чистых Цветов стал очень агрессивным. Каждый раз, когда кто-то из них проигрывает, они возвращаются, чтобы отомстить. В последнее время они нарушили много правил академии. Она ответила, разве ты не говорил, что недавно украли метеоритный камень? Их клан может участвовать в его поисках. Большинство их детей из особых семей, и многие их родственники занимают высокие посты в академии. Сейчас важно, чтобы ты присматривал за Чу, но так, чтобы никто этого не заметил. Позже той ночью Чу был один и сказал себе, мой дом действительно удивительный, я могу хранить здесь что угодно. Он поискал метеоритный камень, думая, должно быть Шер искала именно его. Но я его не брал. Как он сюда попал? Затем он заметил еще один такой же камень и удивился, откуда взялся этот второй камень. Внезапно появился свет, и 2 камня слились в сферу. Чу почувствовал, что Рио двигается, и быстро притворился спящим, наблюдая, как Рио вылезает в окно. Он подумал, зачем ему уходить так поздно ночью и вылезать через окно, а не через дверь. За этим должно быть что-то странное. Чу встал и тихо последовал за Рио. Когда они бежали, Рио заметил, что Чу преследует его, и ему удалось оторваться от него. Чу продолжал искать, заглядывая за деревья, пока не заметил место, где горел свет. В это же время парень, который всегда соперничал с Рио, тоже начал преследовать его, пытаясь догнать. Рио пытался убежать от него, но вдруг споткнулся и упал, думая, сейчас я очень слаб. Она использовала последние силы, чтобы отправить письмо человеку, с которым встречалась. Другой парень заметил, что ее силы на исходе, и решил уйти. Однако сообщение, которое она отправила, не смогло пройти через защитный барьер Академии. После того, как он ушел, Рио встала и начала двигаться, говоря себе, если я не восстановлю свои силы, я не смогу использовать эту маскировку, и меня раскроют. Она сняла свою маскировку и встала под луной, чтобы восстановить силы. Тем временем Чу, который искал ее, потерялся и бормотал себе под нос. Это все из-за того парня в капюшоне. Иначе я бы уже был дома. Затем он заметил свет Рио и подумал, этот цвет кажется знакомым, но я не уверен откуда. Он поспешил туда и увидел Рио в ее настоящем обличье. Он подумал, что привело ее в академию. В этот момент она заметила его и потеряла сознание. Чу подбежал к ней, понял, что она не двигается, и отнес ее домой. Там он сказал, что мне теперь делать. Я даже не знаю, кто она и откуда пришла. Затем он заметил светящуюся метку у нее на лице и подумал, что происходит. Внезапно он оказался в месте, наполненном огнем. Он открыл глаза и подумал, это место мне знакомо. Он пошел вперед и увидел молодую девушку, похожую на Рио. Тем временем Рио снился сон, в котором она была в том же месте, но с молодым парнем, похожим на Чу. Она внезапно проснулась и ударила Чу, обвиняя его. «Я нашла тебя в лесу и привела сюда. Я даже не знаю, кто ты, но на твоем лице была метка, которую я трогала». Она нервно спросила его, когда ты дотронулся до метки, что ты увидел. Он ответил, там было много огня. Рио что-то вытащил у нее из рук и положил себе в рот. Чу спросил, что это такое, а она ответила, что это звуковая печать. «Если ты кому-нибудь расскажешь о том, что видел, ты умрешь», — заверил ее Чу. Не
Не волнуйся, я никому не скажу. Я понимаю, что это твое прошлое. Я был сиротой, как и ты, и он заговорил с ней. В это время Бай, который проснулся, чтобы сходить в туалет, услышал, как Чу разговаривает, и остановился у двери, чтобы послушать. На следующий день заместитель директора пришла к директору академии и сказала, он вернулся. Он ответил, впустите его скорее. Человек, который вошел, был постоянным соперником Рио. Он сообщил директору, я нашел цель и уверен, что это он. Можем ли мы начать операцию сейчас? Директор ответил, пока нет. Подождите немного. Мы должны найти сокровища. На следующий день Чу вышел на улицу, чтобы встретиться с девушкой, которая ему помогала, и спросил ее, ты видела девушку с таким ожерельем? Она спросила, как ее зовут. Он ответил, я не знаю, но думаю, что ее звали Хоя. Как только он произнес это имя, печать на его сердце активировалась и жалась. Чу подумал, она была права. Если я сейчас что-нибудь расскажу, я умру. Он, увидев это, использовал свою силу, чтобы исцелить его, и после этого Чу ушел. Затем он отправился на встречу с главой ее клана. Она спросила его, знает ли он что-нибудь о человеке по имени Хуя, и он ответил, что это было имя одной из старейших семей. Я слышал, как хозяин упоминал его несколько раз. Они были одной из самых сильных семей в использовании аудимана, с репутацией, которая распространилась на многие земли. Но во время последней войны с храмом Мо, вся семья Хуя погибла, и с тех пор об их фамилии никто не слышал. Он спросил, зачем она интересуется их семьей, на что она просто ответила «ни зачем» и ушла. Вскоре после этого к нему подошла Сью и взяла карту, на которой было указано место его испытания. Сью взяла карту и отправилась на испытание. Пока он шел, он думал про себя, впервые я вижу, что в Академии есть такие места. Внезапно на него напали двое из клана Чистых Цветов и потребовали показать, где находится метеоритный камень. Чу ответил, что не знает, где он, и двое начали его избивать. Однако Чу удалось отбиться от них с помощью своей силы, но вскоре он потерял сознание от истощения и упал на землю. Перед ним появилась фигура в маске и сказала, юноша без таланта, но обладающий двумя огромными духовными силами. Если ты будешь использовать их неправильно, твое тело будет уничтожено. Чу внимательно слушал, не в силах пошевелиться. На следующий день парень, который дал Чу карту, понял, что дал ему не ту карту. Я отругал его, ты идиот. Он ответил, я только сейчас заметил. Он велел Бай сохранять спокойствие и сказал, что она немедленно сообщит об этом мастеру, чтобы тот начал его искать. Тем временем Рио быстро побежала искать Чу, используя свою силу, чтобы призвать бабочек, которые помогли бы его найти. В это же время другой парень побежал за ней. Чу, все еще лежа на земле, пытался подняться, но не мог пошевелиться. Человек в маске снова заговорил с ним. Двойные силы внутри тебя слишком тяжелы для твоего тела, и оно слабеет с каждым днем. Если ты воспользуешься ими еще раз, это наверняка будет стоить тебе жизни. Спросил Чу, кто ты такой, откуда все это знаешь? Ответил он, потерпи. Сейчас тебе не обязательно все знать. Но позволь мне спросить тебя, у тебя есть два метеоритных камня? Где они сейчас? Спросил Чу, не из клана ли он Чистых Цветов. Человек в маске ответил, если бы я был им, ты бы уже был мертв, и схватил его за шею, требуя ответа. У тебя есть камни или нет? Чу признался, что есть, но сказал, что камни приняли другую форму. Человек в маске ответил, отлично, и Чу спросил, откуда он знает, что камней было два. Я же сказал, что тебе не нужно спрашивать, ответил он. Эти два камня сами по себе бесполезны, но если их объединить, все меняется. Они могут стать ключом к поиску дракона Линга. Цу спросил, кто такой этот дракон Линг. Он ответил, после последней битвы между Академией и храмом Эмо, Фенг решил использовать 3 магических предмета, чтобы создать барьер против нападения. Один из этих предметов появился из камней и мог снять печать с твоего тела, вернув тебе изначальную силу. Затем человек в маске заметил приближение членов клана Чистых Цветов и сказал, что ему пора уходить. Он бросил Чу фрукт, сказав, что если тот не хочет умереть, то должен его съесть, объяснив, что содержащаяся в нем энергия поможет ему какое-то время защищаться. Чу быстро съел фрукт, немного восстановил силы и смог победить нападавших. В этот момент Рио обнаружил, где находится Чу, и пошел к нему, но человек в маске уже ушел. Когда он уходил, то столкнулся с конкурентом Рио, который напал на него. Человек в маске быстро сбил его с ног, но понял, что это не настоящее тело, а всего лишь кукла, которой управляют издалека. Он подумал, нужно немедленно сообщить об этом директору. На следующий день Рио привел Чу к Баю, и пока они шли, Бай сказал, эту ситуацию нельзя игнорировать. Мы должны сообщить директору о клане Чистых Цветов и о том, почему они преследуют только тебя. Чу вспомнил слова человека в маске о том, что они ищут осколок дракона и человека, который забрал у них метеоритный камень. Но он не сказал Баю правду, а ответил, скорее всего, они охотятся за мной, потому что я победил их лидера. Бай спросил, как ему удалось найти его. Бай ответил, это не я тебя нашел, а Рио, как раз перед тем, как на них упал огромный валун. Рио оттолкнул их с дороги. Подняв голову, они увидели, что к ним приближается кто-то, кто сказал, значит ты Кью? Ты должно быть сильный, раз победил столько моих последователей. Я Сянь, и я пришел сюда, чтобы разобраться с тобой лично. Взволнованно воскликнул Сянь. Ты лидер клана Чистых Цветов. Рё попытался обойти его и напасть, но Сянь окружил его камнями.
Бай попытался бросить в него бомбы, но Сянь отразил их, вызвав взрыв. Повернувшись к Ю, Сянь сказал: «Твои друзья плохо понимают мою силу. Если ты отдашь мне метеоритный камень, я оставлю тебя в живых. Но давай проясним, ты убил моих последователей и запятнал репутацию моего клана, поэтому миру не нужен такой человек, как ты». Затем он предложил другую сделку. «Отдай мне камень, и я убью тебя одним ударом». Цу попытался напасть на него, но Сянь легко его остановил. Рё попыталась пробиться сквозь камни, чтобы защитить Цу, но Сянь схватил Цу своей силой и поднял его на холм, готовясь убить, но увидел, что Рё атакует его растениями. Рё продолжала нападать на Сяня, пока не смогла отбросить его в сторону. Затем она схватила Чу, прежде чем он упал. Когда они попытались сбежать, их внезапно остановила мощная сила. Впереди они увидели тех же двоих, что были на предыдущем испытании. Девушка подошла к Чу, активировала свой навык и сказала их лидеру: «У него нет метеоритного камня, или подождите, у него есть что-то другое». Она выхватила камень у Чу и бросила его своему лидеру, который воскликнул: «Это ключ. Я наконец-то нашел его. Теперь я смогу найти дракона, и вся Академия и Королевство Тянь будут моими». Он поднял голову и сказал: «Наконец-то я смогу все здесь контролировать». Повернувшись к ним, он продолжил: «Что касается вас троих, вы слишком много знаете о клане чистых цветов, поэтому я должен вас убить». Он бросил в них огромный валун, но они были потрясены, увидев, что он не попал в них. Обернувшись, Сянь увидел, что двое союзников удерживают валун своей силой. Девушка сказала ему: «Мы не позволим тебе убить Су». Он спросил, означает ли это, что они предают его, на что она ответила: «Не совсем, но мы должны защитить Су». Сянь ответил: «Тогда мне придется убить вас всех», и использовал свою силу, чтобы бросить в них камни. Мальчику удалось отразить атаку, а когда он снова попытался напасть, девочка усилила свою магию, чтобы освободить троицу, и они смогли убежать в лес. Сян спросил девочку, почему она его предала, и она ответила: «У тебя ограниченный кругозор. Академия планирует уничтожить клан чистых цветов. Даже если эти трое ничего не расскажут, директор не будет ждать, пока они раскроют твою тайну. И твои амбиции по захвату власти в Академии очевидны. Если ты хочешь присоединиться к нам, мы поможем тебе осуществить твою мечту». Сян спросил: «Кто ты такая?» Она ответила: «Мы выход из того затруднительного положения, в котором ты оказался». На следующий день учитель собрал всех учеников и объявил, что директор решил уничтожить клан чистых цветов и приговорил их к тюремному заключению. Казнь была проведена, и весь клан был уничтожен, или так казалось. Затем учитель пошел поговорить с директором, который спросил, что произошло. Учитель ответил: «Все прошло гладко, и нам удалось забрать ключ. Приходи и убедись сам». Директор посмотрел на ключ и почувствовал исходящую от него странную энергию. Ночью Рио улетела, закрыв за собой дверь, но перед ней стоял Чу. Он сказал: «Большое спасибо за то, что ты сделала». Рио ушла, ничего не ответив. Чу вошел в дом и задумался: кто этот человек в маске? Почему он пришел сейчас и отдал мне ключ? Он вспомнил слова человека в маске, когда тот передавал ему ключ: «Я буду ждать, когда ты придешь на гору». Размышляя вслух, он спросил: «Почему я? Должна быть серьезная причина, по которой он выбрал меня». Тем временем Рио отправилась на встречу с человеком, с которым она встречалась. Он спросил ее, как сейчас поживает Чу. Она ответила: «Я защищаю его изо всех сил. Не нужно беспокоиться». Он ответил: «Это именно то, что мне нужно. Без твоей защиты его здоровье значительно ухудшилось бы, или скорее вы оба могли бы умереть вместе. Твоя защита очень эффективна». Услышав это, Рио была потрясена и подумала про себя: откуда он узнал. Он подошел ближе и сказал ей, что жизнь мальчика очень важна, даже больше, чем наша. «Если ты этого не понимаешь, ты в опасности», — ответил Рио. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», и немедленно ушел. На следующий день учитель собрал всех учеников и сказал им: «На этом ваше обучение закончилось. От ваших усилий будет зависеть, пройдете ли вы квалификационный тест, чтобы стать мастером аудимана. Почитайте книги, чтобы узнать больше подробностей об этом. А теперь покажи мне все, чему я тебя научил, чтобы я мог дать тебе последний совет». Все начали практиковаться перед ним. Учитель указал на слабые места каждого ученика, затем посмотрел на Чу, который пытался использовать свою силу, но упал от изнеможения. Учитель сказал ему: «Иди отдохни сейчас и продолжи свое обучение позже». Чу послушался и нашел дерево, где можно было присесть и отдохнуть. Через некоторое время он заметил, как учитель сказал всем ученикам: «Сейчас вы все будете нужны. Я уверен, что каждый из вас силен и будет хорошо выступать. Но пока не стоит праздновать победу. Это всего лишь твое первое испытание в Академии. По этому случаю здесь будут присутствовать все магистры. Ты должен придумать способ стать намного сильнее». Сказав это, все ушли. Перед тем, как Чу ушел, он поднял глаза и увидел, что его учитель говорит: «Не перенапрягайся. Если ты будешь давить на себя слишком сильно, то разрушишь все, чему научился. Если ты не сможешь пройти испытание, ничего страшного, тренируйся больше и приходи в следующем году. Я поговорю с директором от твоего имени». Чу стоял в растерянности, не зная, что сказать, и вдруг увидел рядом с собой дракона, который сказал: «Твой учитель прав». Чу спросил: «Где ты был все это время?» Дракон ответил: «Я не вмешивался, но спас тебе жизнь. Я уже говорил тебе, что твое тело не выдержит такой силы. Тебе нужно восстановить силы и вернуться позже». Чу пошел домой, лег на кровать и стал думать обо всем, что произошло. Он вспомнил, как человек в маске сказал ему: «Твоя сила слишком велика для твоего тела,
и совет его учителя: тебе нужно отдохнуть и не перенапрягаться. Он подумал: я не могу так просто сдаться. Я должен стать настоящим героем, как Фонг, но я даже не могу пройти первое испытание. Он сжал в руке ключ, который дал ему человек в маске, и вспомнил свои воспоминания. Затем он встал и вышел на улицу. Он начал подниматься в гору и, добравшись до вершины, увидел, что человек в маске ждет его. Когда Чу подошел, он сказал: я просто хочу восстановить силы, ничего больше. Человек в маске повел его по тропинке, и пока они шли, Чу спросил: мы ищем драконьего детеныша? Его нигде не было видно. Человек повернулся и сказал: дай мне ключ. Он взял его, вложил в свою руку и направил через него свою силу. Вокруг них открылись несколько ворот, и пространство наполнилось огромной энергией. Появился яркий свет, открывший еще большие врата. Он сказал Чу: сила драконьего детеныша повсюду в Академии, а не в одном месте. Но пока у нас есть ключ, мы легко сможем его найти. Пока они стояли там, появились монстры. Цу в тревоге спросил, кто это. Мужчина ответил, что это духи, охраняющие дракона. Он шагнул вперед, атаковал их и сказал Чу: беги быстрее, ты сможешь добраться до дракона. Чу побежал, но увидел впереди монстров. Человек в маске уничтожил их, сказав: не беспокойся о них, я разберусь. Просто беги в главную комнату, где ты найдешь дракона. Чу продолжал бежать, уворачиваясь от монстров, пока не добрался до комнаты. Войдя внутрь, он прошел дальше и заметил откуда-то исходящий зеленый свет. Он пошел туда, чтобы посмотреть, и увидел кусок камня в форме дракона. Увидев его, он вспомнил слова человека в маске о том, что правитель королевства использовал 3 магических камня, чтобы создать барьер для защиты от нападений. Он понял, что это должно быть один из 3 камней. Чу попытался дотронуться до него, но не успел, как вдруг все вокруг озарилось ярким светом, и открытые ворота закрылись. Барьер, окружавший это место, тоже разрушился, и человек, с которым встречался Рио, почувствовал, что произошло. Чу все еще был внутри, когда появился свет, высвобождая огромную силу. Он попытался использовать свои силы и почувствовал, как из него хлынула мощная энергия. Он подумал: где дракон Линк? Я должен вернуть его на место. Он вышел наружу, чтобы найти человека в маске, но увидел, что того уже нет. Оглянувшись, он понял, что здание, в котором он был, тоже исчезло. Солнце встает, подумал он. Я подумаю об этом позже. Мне нужно спешить на экзамен. Все студенты направились в зону проведения экзамена, и Рио подошел к Чу, спросив, не с ним ли он. Чу ответил, что он думал, что Рио с ним. Пока они ждали, экзамен вот-вот должен был начаться, и заместитель директора выступал с речью перед началом экзамена. Все искали Чу, но экзамен начался до того, как он пришел. Первым был бой между Баем и студентом по имени Лонг. Бай быстро победил, и бои продолжились, пока каждый студент сражался с остальными. Бай оглянулся и увидел, что пришел Чу. Он хотел было заговорить с ним, но Чу сказал, что сейчас его очередь, и я поговорю с тобой позже, и пошел на свой бой. Как только начался бой, Бай увидел, что Чу мгновенно победил своего соперника. Все в Академии были в шоке. Все были поражены, что Чу победил одним ударом. Мастер сказал, что не может поверить, что это сила бесцветного, но потом он увидел, что Чу упал, и все запаниковали. Когда они подошли к нему, люди из храма Имо ворвались в Академию, нападая на студентов, которые пытались сбежать. Девушка, помогавшая Чу, попыталась убежать вместе со своим другом, который сказал, что это не тот путь. Она сказала ему, что сейчас не время об этом беспокоиться. Он поднял голову и увидел впереди человека из храма Мо, но использовал силу своих рук, чтобы отбросить его. Девушка спросила, что происходит, и он ответил, что сейчас нет времени объяснять. Давай сначала убежим. Бай побежал искать Чу, но как только он приблизился, он увидел, что Кси говорит ему уходить, а потом ударил его, и тот отлетел. Кси встал перед Чу и сказал: наконец-то мы встретились, но прежде чем он успел что-то сделать, на него напал кто-то другой. Этим человеком оказался директор Академии. Кси сказал: прошло много времени с нашей последней встречи, король Османской империи. По сравнению с прошлым сражением ты стал слабее. Я пришел сюда, чтобы свести с тобой счеты. Директор ответил: это я хочу свести с тобой счеты. Я собрал всех студентов и охранников и приказал студенту, который всегда соперничал с Рио, сразиться с оставшимися членами храма вместе с охранниками. Затем директор остался один, чтобы противостоять Кси, сказав: я давно знаю о твоих планах, включая шпионов в Академии, ловушки, которые ты расставил, и все твои планы относительно Чу. Кси ответил: ну и что, если ты знаешь? Что ты теперь будешь делать? Он бросился вперед, и они схлестнулись в схватке, каждый выложился на полную. Кси заметил, что директор превратился в молодого человека и стал сильнее, поэтому он тоже превратился в огромного зверя, и их ожесточенная битва продолжилась. В конце концов, она была на грани поражения, но прежде чем он успел ее одолеть, он схватил Рио и сказал: я убью ее сейчас. Она последняя выжившая из клана Хаюа. И ты знаешь, насколько она важна.
Отдай мне Чу, или я убью ее прямо сейчас. Рио, увидев это, использовала свои силы, чтобы связать его лианами, и в конце концов директор Академии сразил его, убив на месте. Директор подошел к Рио и сказал: «Я расскажу тебе все, что ты хочешь знать». Но когда он повернулся к Си, то почувствовал, как кто-то ударил его сзади, повалив на землю. Он обернулся и увидел, что над ним стоит его помощник. Падая на землю, директор спросил: «Почему? Зачем ты это сделал?» Ответила она: «Я не могу позволить тебе посадить в тюрьму моего приемного отца. В тот год, когда ты убил моего отца, я поступила в академию. Хоть ты изменил внешность, я сразу тебя узнала. Ты добился справедливости, но я снова осталась сиротой, поэтому я изменила свою личность, искала доказательства и в конце концов раскрыла твою тайну. Мне нужно было найти того, кого отметил король драконов, но Чу сам себя выдал. Король драконов скоро проснется, и это будет проблемой для Академии». Чу, который был без сознания, очнулся от множества голосов. Он огляделся и увидел рядом незнакомца, который спросил: «Ты меня не помнишь?» Незнакомец продолжил: «Как ты мог меня забыть? Неужели я так сильно изменился? Разве не ты искал мою силу, старый друг?» Чу посмотрел на фиолетового дракона и сказал: «Добро пожаловать, король демонов». Чу встал в реальном мире, излучая темную и мощную энергию. Все были ошеломлены и не знали, что делать, когда дух короля драконов проявился в теле Чу. Директор сказал всем: «Не волнуйтесь. Это всего лишь король драконов в теле Чу, он никому не причинит вреда». Но когда он это сказал, Чу быстро бросился к помощнику директора, и его сила начала рассеиваться. Директор пробормотал: «Теперь я понимаю, это всего лишь сосуд без силы. Вы все здесь в ловушке, никто не сможет сбежать». Помощник ответил: «Ты все еще медленно соображаешь», и, подняв голову, увидел членов клана Чистых Цветов, включая их лидера. Они использовали свою силу, чтобы связать всех, и забрали Чу с собой, исчезнув. Директор сказал своим ученикам, что поскольку они использовали свою силу, он может их отследить. Сейчас они находятся на месте последней великой битвы. Директор сказал им: «Идите за мной. Печать сломана, и мы должны закрыть ее в течение 4 часов, иначе будет слишком поздно, и они достигнут своей цели». Помощник директора, которого звали Вен, и клан Чистых Цветов отвели Чу на место последней великой битвы. Когда они прибыли, то спустились в подземный туннель. Им было приказано отвести Чу внутрь и оставить нескольких охранников у входа, чтобы защитить это место, в то время как директор и его союзники поспешили к ним. Король демонов все еще пытался контролировать тело Чу, говоря: «Просто сдайся, больше нет смысла сопротивляться». Чу ответил: «У меня есть сила Бесцветного, та же сила, что и у директора, когда он победил тебя». Король демонов возразил: «Он всего лишь человек, пытающийся присвоить себе магию королевства». Тем временем Ми бежала со своей группой и остановилась, чтобы сказать: «Ты знал, что сегодня в Академии это произойдет, не так ли?» Он ответил: «Да. Я присоединился к клану Чистых Цветов, и правда в том, что в теле Чу находится король демонов. Храм охотится за телом Чу». Ми ответила: «Вот почему ты присоединился к клану Чистых Цветов и храму. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь Чу. Я не могу просто стоять и смотреть, как король демонов захватывает его тело и уничтожает все его труды». Чу продолжал сопротивляться королю демонов, выпустив дым, который заполнил все вокруг, и в этот момент прибыли директор и его спутники. Они увидели, как из дыма, исходящего от короля демонов, появились монстры, и все начали сражаться с ними. В это время тело Чу начало исчезать. Он подумал, что это должно быть конец, и не мог даже пошевелиться. Он извинился перед всеми: «Я ничего не могу сделать». Но тут перед ним появилась бабочка Рио. Она нашла его, пробила стену и встала перед ним, думая про себя, что скоро король драконов захватит его. И вспомнила, как он сказал ей, что у нее на лбу есть метка, к которой он прикасался. Она взяла Чу за руку, пытаясь активировать метку. Король демонов, собираясь захватить контроль над Чу, обернулся и увидел Рио, стоящую перед ним. Король демонов сказал, что было плохой идеей оставлять в живых кого-то из клана Хива, и атаковал Рио, оттолкнув ее. Посмотрев на нее, он увидел, что Цу собирает силы, чтобы сопротивляться. Цу сказал, что у него есть сила Бесцветного. «Я определенно могу победить тебя». Затем в этом районе произошел мощный взрыв, и все снаружи почувствовали его. Тем временем Ми прибыла и начала исцелять директора, который встал и использовал свою силу, чтобы уничтожить монстров вокруг себя. Внутри пещеры Чу и Рио сражались с королем демонов. Король демонов сказал им, что они действительно сильны, но теперь они поймут, что все их надежды были глупыми. «Теперь я покажу вам истинную силу». Он использовал свою силу, чтобы разрушить это место, и сказал им, что теперь это его территория. Он обрушил на них свою силу, отбросив их далеко, и сказал: «Теперь расслабьтесь, вы в моем темном мире. Здесь правила устанавливаю я, и это первое правило моей безграничной силы». Чу попытался убежать и напасть на него, а Рио попыталась помочь ему, но король демонов поглотил его духовную энергию. Он сказал Чу, что второе правило заключается в том, что чем больше ты используешь свою духовную энергию, тем сильнее становлюсь я. И, следовательно, шансы
шансы на мое возрождение возрастают. Рио использовала свою силу, чтобы спасти Чу, но король демонов смог ударить ее своей силой. Чу обнял Рио и увидел, что она начинает исчезать. Король демонов сказал, что есть третье правило. Сила любого побежденного возвращается ко мне. Рио сказала Чу, что он всегда защищал ее. Теперь моя очередь защищать тебя. Ты должен сражаться. Я верю в тебя. Чу начал вспоминать некоторые события из своего прошлого, и слезы навернулись у него на глазах, когда его сила взорвалась в этом месте. Он бросился вперед и смог ударить короля демонов и отбросить его. Они продолжали сражаться, пока наконец Чу снова не отбросил его. Король демонов сказал, что он силен, но, как он уже говорил, чем больше силы ты используешь, тем быстрее я смогу управлять твоим телом. Чу перестал использовать свою силу и сказал, что больше не будет ее применять. Изначально я был бессилен, но я отказался признавать тебя. Я думал, что если поступлю в академию, то стану сильнее. Король демонов встал и сказал, что теперь ты наверняка понимаешь, что невозможно победить меня и сражаться со мной, пока ты находишься в моем мире. Но не волнуйся, я не убью тебя. Я сделаю тебя частью себя. Ты должен гордиться этим. Чу ответил, что не боится смерти. Смерть – это часть жизни. Я обещал Рио, что буду сражаться, даже если это будет стоить мне жизни. Король демонов напал на него, но Чу стоял на своем и пытался блокировать его силу. Он продолжал защищаться, пока ему не отрубили руку. Он бросился на короля демонов и продолжал наносить удары, пока не отрубил ему вторую руку. Король демонов схватил его и сказал: «Я хочу поздравить тебя. Ты самый упрямый человек, которого я когда-либо встречал. Ты заслужил мое уважение, но это тебе не поможет. Не говори мне, что вся твоя храбрость из-за той девушки из семьи Хоя». Чу ответил: «Эта девушка рано осиротела, потому что тогда семья Хоя была уничтожена». Но потом он заметил, что место разрушается. Король демонов спросил, кто разрушает это место. Шу ответил: «Семья Хоя, может, и погибла, но эта девушка всегда будет со мной». Произошел мощный взрыв, и аура дракона рассеялась. Клан чистых цветов и все из храма Мо сбежали. Директор спустился вниз и нашел их там. Чу открыл глаза и увидел Рио, стоящего перед ним. Он спросил, что случилось. Она ответила: «Директор пришел и спас меня, а короля демонов снова запечатал в тебе. Академия решила помочь тебе, и директор ждет тебя внизу для твоего первого испытания». Затем она ушла, чтобы встретиться с директором. Она сказала ему: «Я пришла поблагодарить тебя». Он ответил: «Это я должен тебя благодарить. Благодаря тебе мы смогли запечатать короля демонов и спасти Чу». Тем временем помощник директора и глава клана чистых цветов пошли на встречу с кем-то.